Пожалуй, мало кто сможет поспорить о том, что Сочи – это главный пляжный курорт России. Я вам говорю. Ну, во-первых, тут собрано очень много климатических зон. А с утра ты можешь поехать в горы, покататься на сноуборде или на горных лыжах, а вечером одеть вот такую легкую толстовочку и с удовольствием прогуляться по набережной. А если ты любишь закаляться, то, в принципе, в этот же день после каталки ты можешь спокойно выйти и окунуться в 10-градусной воде и вообще не замерзнуть. Это реально круто. Но еще Сочи — это просто рай для любителей хайкинга. Тут полно троп, тяжелых, сложных маршрутов. Это, просто фантастическое место для хайкинга. Ну а для меня это супер памятное место. Ну, во-первых, тут я попал в свою первую автомобильную аварию. Тут я работал при строительстве Олимпиады. Тут я сделал предложение Владе, и тут же в горах прошла наша свадьба. В общем, к чему я это все веду? Сегодня в этом видео мы хотим рассказать о походе на гору Ачишхо. Да, это видео было снято в августе 2021 года, и, конечно же, с этого момента многое поменялись и мы сами. Поменялся уровень наших съемок, поменялась наша речь. Но думаю, что видео должно быть выпущено, не все же ему томиться на цифровых носителях. Поэтому, наверное, кстати, забыл с вами поздороваться. Всем привет, вы снова на канале «Собаки лают, караван идет». И что, поехали? Но давайте не будем тянуть и пропустим аэропорт и так далее. Сразу приступим к тому, как мы поднимались на Хмелевские озера на джипе. Но перед посещением Кавказского заповедника обязательно не забудьте купить билеты. Ссылка в описании. В общем, спустя несколько минут тряски на джипе вы оказываетесь у ворот с табличкой «Маршрут номер 13 к Ачепсинским водопадам». И дальше дорога просто блаженство. Вы идете по буковому лесу, вокруг вас щебечут птички, звуки природы, все вот это блаженство. Мы дошли до нашего палаточного лагеря около озера Зеркальное. Путь наш занял всего лишь 1 час и 2 километра. Дорога очень простая, запутаться невозможно. Можно спокойно ходить как со взрослыми, так и с детьми. Это очень красивое место, и отсюда открываются виды на трехтысячник Чугуш, на Малый Чугуш, на пик Пришвина. Сзади нас отличная смотровая площадка с видом на всю Красную Поляну. Поставив палатку и попив кофейку, мы решили пройтись до Ачепсинских водопадов. И я настоятельно рекомендую это сделать, чтобы проверить свои силы. Для того, чтобы добраться до водопадов, нужно преодолеть небольшой подъем и спуск. И это действительно поможет вам определить то, насколько вы готовы к походу на Ачишхо, сколько у вас это времени займет и как это будет сложно. А вечером нас ждал ужин на газовой горелке. И знаете, честно, я был во многих вкуснейших ресторанах с крутейшими шеф-поварами и прочими атрибутами современной жизни. Но эта говядина из баночки, эта гречка на газовой горелке, особенно после трейла, после горного, и еще с видом на горы, я не знаю, каждый должен это попробовать. Я искренне всем советую ощутить этот вкус. Просто must have. На следующее утро мы пошли на гору Ачишхо. И хочется отметить, что
Маршрут действительно очень крутой, как для начинающих, так и для продвинутых походников. Особенно мне понравился участок последний, когда уже приближаешь к горе Ачишхо, ты идешь по хребту, по крутому, с нереальными видами. Но хочется отметить, что доходят до горы далеко не все, поэтому будьте готовы. Мы поднялись на гору Ачишхо. Высота 2390 метров. Наш путь от лагеря на озере Зеркальном до сюда занял ровно 4 часа с 2 остановками на перекус. Ну а после подъема на гору Ачишхо мы решили довериться приложению Maps.me и пойти по более короткому маршруту назад. И тут была главная ошибка. Ребят, никогда не делайте так, и лучше всегда потратьте больше времени, но идите проверенным путем. Попытка сэкономить время никогда ни к чему хорошему не приведет. Относитесь с уважением к горам, потому что горы-то, они вечные, а вот те, кто на них вскарабкивается и спускается, они нифига не вечные. И на этом, наверное, хочется и закончить видео. Ребята, берегите себя, здоровья вам, всего-всего. Мы, как всегда, будем рады вашим комментариям, вашим лайкосикам. Всем мир и до новых встреч. Пока.